Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный, нежный, можно сказать, тающий во рту пирог с творогом и ягодами. Пирог можно готовить с любыми ягодами, которые вы любите. Если вы не любите ягоды, то ягоды можно вообще не добавлять. Ингредиенты рассчитаны на пирог диаметром 19 см, высотой 5,5 см и весом килограмм 400 граммов. Давайте приготовим. Начнем с творожной массы. В чашу выкладываем 400 граммов мягкого творога без крупинок. Можно брать любой мягкий творог, который вы любите. Творог можно заменить сливочным сыром. Взобьем творог, чтобы он стал нежным и воздушным. Если у вас творог с крупинками, то его лучше взбивать блендером или протереть через сито, чтобы творог стал гладким и однородным. У меня творог приготовлен из кефира. Ссылку на рецепт, как приготовить такой творог, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Добавляем к творогу одно яйцо. Перемешиваем на небольших оборотах миксера до однородного состояния. Взбивать не надо. Добавляем второе яйцо. Также перемешиваем на небольших оборотах миксера до однородного состояния. Высыпаем 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха сахара, 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара, щепотку соли, добавляем 200 граммов сметаны. У меня сметана жирностью 20%, можно брать и более жирную сметану. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом. Перемешиваем на небольших оборотах миксера до однородного состояния, взбивать не надо. Вот такая нежная воздушная творожная масса получается. Уберем ее пока в сторону. Друзья, я хочу порекомендовать вам кулинарный канал «Жить легко», который ведет очаровательная хозяйка Вера. На нем собраны видеорецепты несложных по-домашнему вкусных блюд. Все ролики имеют простые и понятные названия. Видео на канале доказывают, что хорошее настроение и желание вкусно накормить семью помогают жить по-настоящему легко. Переходите по ссылке в описании к этому видео, подписывайтесь на канал «Жить легко» и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Приготовим насыпное тесто. В чашу просеиваем 240 граммов или 1,5 стакана пшеничной муки. У меня стакан объемом 250 мл. Добавляем 20 граммов или 1 столовую ложку без верха сахара, 5 граммов или 1 чайную ложку ванильного сахара, 6 граммов или 1 полную чайную ложку разрыхлителя для теста. Перемешаем, чтобы все ингредиенты соединились. Далее пирог готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов. 100 граммов холодного сливочного масла обваливаем в муке и натираем на крупной терке. При натирании масла периодически обваливаем в муке, чтобы оно не таяло. Перетрем масло с мучной смесью в крошку. Вот такая мелкая сыпучая крошка получается. 250 граммов замороженной малины посыпаем 10 граммами или 1 десертной ложкой пшеничной муки. Можно брать любые ягоды, которые вы любите. Перемешаем надо, чтобы каждая ягодка была покрыта мукой. Ягоду заранее размораживать не надо. Я выпекаю в разъемной форме диаметром 19 см. Но форму закрываем пергаментной бумагой, бока формы ничем закрывать и смазывать не надо. У нас будет 5 слоев из крошки, поэтому делим визуально крошку на 5 частей. И посыпаем дно формы 1/5 частью крошки, равномерно разравниваем. Делим творожную массу визуально на 4 части, у нас будет 4 творожных слоя. Перекладываем 1/4 часть творожной массы в кондитерский или пищевой пакет и покрываем крошку творожной массой. Делим визуально ягоды на 3 части и выкладываем 1/3 часть ягод на творожную массу. Ягоды посыпаем крошкой. Крошку закрываем творожной массой. На творожную массу выкладываем часть ягод. Ягоды посыпаем крошкой. Крошку закрываем творожной массой. На творожную массу выкладываем оставшиеся ягоды.
Посыпаем ягоды крошкой. Крошку слегка приминаем. Крошку покрываем оставшимся кремом. Крем разравниваем. Крем посыпаем оставшейся крошкой. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 60-70 минут до нежного золотистого цвета. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Пирог должен подняться ровной красивой шапочкой. Даем пирогу полностью остыть в форме. Когда пирог остынет, он осядет, так и должно быть. Остывший пирог освобождаем от формы. Для красоты пирог можно посыпать сахарной пудрой. Пирог получается очень вкусным, нежным, ароматным и красивым в разрезе. Приготовьте, вам и вашим близким он непременно понравится. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.